Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать узор, который состоит всего из двух рядов. Он вяжется очень легко и смотрится очень красиво. Для образца я буду использовать пряжу в 100 граммах 180 метров и крючок возьму 4 миллиметра. Этот узор можно вязать из любой пряжи. Подбираете толщину пряжи и, естественно, к ней крючок. Узор кратен 4. Для образца я наберу 24 воздушные петли. Набираем вот такую цепочку из воздушных петель. И вот цепочка из 24 воздушных петель. Теперь для первого ряда по узору нам нужно довязать еще для подъема 2 воздушные петли. И теперь в третью воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так в каждую воздушную петлю провязываем по одному столбику без накида. И так довязываем до конца ряда. И вот первый ряд мы провязали. Здесь у нас получилось 24 столбика без накида. Теперь вяжем второй ряд. 3 воздушные петли для подъема. Разворачиваем вязание. Теперь провязываем 3 столбика с накидом в следующий вот столбик в предыдущем ряду. 1 столбик с накидом. В следующий столбик второй столбик с накидом. И в следующий столбик третий столбик с накидом. Теперь делаем накид на крючок. Заводим крючок за 3 столбика с накидом. Захватываем рабочую нить и выводим вот так наперед вязание. Как вы видите, у нас 3 петельки на крючке. Провязываем первые 2 и еще довязываем 2 петельки с крючка. Сделали накид на крючок. 1 столбик в предыдущем ряду пропускаем и через столбик провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Сделали накид на крючок. Заводим крючок за 3 столбика с накидом. Захватываем рабочую нить и выводим вот так наперед вязание. Провязываем первые 2 петельки с крючка и еще довязываем 2 петельки. Снова сделали накид на крючок. Пропускаем 1 столбик в предыдущем ряду и в следующий провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. Накид на крючок. Заводим крючок за 3 столбика. Выводим с рабочей нитью. Провязываем первые 2 петельки с крючка и еще 2 петельки. Снова сделали накид на крючок, пропускаем 1 столбик в предыдущем ряду и через столбик провязываем 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий.
сделали накид на крючок, заводим крючок за 3 столбика с накидом, провязываем первые 2 петельки и еще 2 петельки довязываем. Вот такой у нас второй ряд. И вот довязали мы до конца 3 столбика с накидом, сделали накид на крючок, заводим за эти 3 столбика крючок, захватили рабочую нить, провязали 2 петельки и еще 2 петельки. Теперь вот в начале мы для подъема делали 3 воздушные петли, потом вязали узор. Также нам нужно и завершить в конце этот узор, провязать 1 столбик с накидом. И вот воздушные петли, которые у нас были для подъема в предыдущем ряду, вот мы провязываем в них столбик с накидом. И вот наш весь узор, который состоит из 2 рядов. Первый это столбики без накида, и второй ряд вот столбики с накидом. И продолжаем вязать первый ряд. 2 воздушные петли для подъема, развернули вязание. И так как мы вязали в первом ряду столбики без накида, теперь в каждый вот столбик нам нужно провязать по столбику без накида. И всего у нас должно получиться 24 столбика. И вот так ввязываем столбики без накида. И вот провязали следующий ряд, это у нас третий ряд, вяжем его как первый, получилось 24 столбика без накида. Теперь вяжем четвертый ряд, он вяжется точно так же как второй ряд. 3 воздушные петли для подъема, разворачиваем вязание и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Сделали накид, завели крючок, провязали 1 и вторые петельки пропускаем 1 столбик и провязываем снова 3 столбика с накидом. Провязали, снова сделали накид. Все точно так же вяжем, как мы вязали во втором ряду. И вот так смотрится наш узор. Состоит из 2 рядов, и узор кратен 4. И вот какой красивый узор у нас получается. Вот так смотрится изнанка и лицевая сторона. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!